Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости, подписчики моего канала. В этом видео хочу вам показать способ завершения вязания лицевой глади подгибом. Обычно мы завершаем вязание кофточки, допустим, при вязании сверху вниз, и внизу выполняем планку узором резинка, и затем закрываем петли вот любым эластичным способом, допустим, по низу рукавов или по низу кофточки. Конечно же, такой эластичный узор немножко стягивает, как резинка, полотно внизу, но в то же время остается эластичным, что позволяет удобно надевать и комфортно носить кофточку. Если вы хотите по низу ровный край, то можно завершить вязание кофточки методом подгибки. Тогда у вас лицевая гладь не будет закручиваться, и в то же время внизу будет такой плотный, аккуратный край, который не будет деформироваться. И сейчас я как раз заканчиваю вязание кофточки методом сверху вниз. Это кофточка с круглой кокеткой. Затем от кокетки тело кофточки вяжется круговыми рядами без боковых швов. И внизу я буду завершать вязание, выполняя подгиб. Подгиб можно выполнять на любую высоту, выполнять подгиб. Вначале мы, конечно же, вяжем кофточку до нужной длины. Далее провязываем один круговой изнаночный ряд вот от начала вязания, и затем вяжем ряды лицевыми петлями на высоту подгиба. То есть здесь я провязала на высоту 2 сантиметра 6 рядов лицевыми петлями, круговые ряды. И далее в следующем ряду буду выполнять пришивание вот этого подгиба. За счет вот этого ряда, выполненного изнаночными петлями, у нас вязаное полотно в этом месте легко сгибается. И здесь вот формируется вот такой вот красивый, аккуратный край. Итак, друзья, начинаем пришивать наш подгиб. И потребуется игла с широким ушком. Это может быть обычная пластиковая игла. Здесь, чтобы пришить весь подгиб, нужно вот тройную длину вот обхвата кофточки отмерить. Я не стала такую длинную нить оставлять. Буду присоединять новую нить, чтобы закончить пришивание подгиба. Если хотите, можете оставлять тройную длину вот необходимой ширины подгиба, который нужно пришить. Итак, теперь начинаем считать, на какой ряд мы будем пришивать наш подгиб. Смотрите, вот здесь до изнаночного ряда, здесь считаем по изнанке. У нас провязано было 1, 2, 3, 4, 5. Здесь вот от 6 вот на спице вот эта изнаночная петля, от нее считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6 рядов. Теперь вот этот ряд лицевых петель, который по лицевой стороне, это ряд изнаночных петель, и мы от него считаем, вот смотрим, вот это вот первая петля, и от нее вверх поднимаемся 1, 2, 3, 4, 5, 6. И за петли 7 ряда, вот эти вот изнаночные петли, которые располагаются горизонтально, мы будем пришивать подгиб. Вот они идут. Можете их вначале отметить, допустим, ниточкой. Ну, в принципе, можно их и посчитать. Итак, начинаем пришивать. Вот здесь, получается, мы после последней петли начинаем пришивать. И здесь подхватываем, вот вначале вводим в первую петлю иглу. И затем можно сразу ее скинуть со спицы. И теперь, вот как мы считали, вверх вот здесь поднимаемся. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот за нее захватываем снизу, вначале снизу вверх. Это первый, получается, стежок. Здесь мы пока не затягиваем. И здесь сверху вниз. И здесь уже нужно будет затянуть этот стежок. Смотрите, затягиваем. Так, затягиваем. И теперь по стороне подгиба, смотрите, вот она первая петля, которую мы спустили. Мы за вторую стеночку заводим иглу и в следующую петлю со спицы за первую стеночку. То есть как при выполнении шва петля в петлю. И делаем по подгибу, получается, стежок внизу. И скидываем вот вторую петлю со спицы. Затем вверху, вот видите, вот мы присоединили стежок, вот последняя изнаночная петля.
мы в нее вкалываем снизу вверх, протягиваем нить. И вот следующая, которая идет горизонтально, изнаночная петля, сверху вниз вводим иглу и протягиваем вниз. Вот почему я не стала длинную нить оставлять, что неудобно будет очень длинный отрезок нити протягивать. И здесь по получается подгибу, вот которая петля мы пришили, за вторую стеночку мы вводим петли иглу, и здесь со следующей петли со спицы за первую стеночку и протягиваем нить внизу по подгибу. Как бы вторая половина стежка. Скидываем эту петлю и таким образом продолжаем. Здесь по верху, здесь получается вот она изнаночная петля, снизу вверх идет стежок в начале. Затягиваем, но не сильно, не перетягиваем. И вот далее горизонтально идет следующая изнаночная петля сверху вниз. Протягиваем нить и далее по подгибу. Вот она последняя петля. Вводим иглу за вторую стеночку и за первую стеночку следующей петли со спицы. Можно сразу ее скидывать со спицы и протягивать через петли нить. И вот выполнили стежок внизу по подгибу. И далее продолжаем здесь. Вот она последняя изнаночная петля. Снизу вверх прокалываем ее. Не торопимся. И вот здесь идет горизонтально следующая изнаночная петля. За нее сверху вниз вкалываем иглу и протягиваем нить вниз. И здесь по подгибу продолжаем. Так, вот она стеночка петли, вот она получается вторая стеночка и первая стеночка петли со спицы. Скидываем ее и протягиваем нить. И здесь вот она изнаночная петля, снизу вверх последняя изнаночная, через которую мы протягивали. И следующая изнаночная сверху вниз. И по подгибу, вот она петля, которую мы пришили за первую стеночку. Теперь мы вводим за вторую стеночку и здесь за первую стеночку следующей петли со спицы. Сразу скидываем ее со спицы и протягиваем нить по подгибу. Итак, продолжаем, не торопясь, аккуратно пришиваем подгиб вот по всему нижнему краю. Сейчас я пришью и покажу вам результат. Ну вот здесь уже видно, что с изнанки получается ровный, аккуратный, невидимый шов. И с лицевой стороны также незаметный шов. Итак, дорогие рукодельницы, я связала планку по низу кофточки. Вот такая вот ровная планка получается, очень аккуратный, плотный край. А также я такой же планочкой обработала низ рукава. Тоже для футболки хорошо подходит, не нужно выполнять резинку и потом закрывать петли эластичным способом. Для коротких рукавчиков широких отлично подходит такой способ завершения вязания. Возьмите на заметку этот способ обработки края. Также подписывайтесь на мой канал, будет мастер-класс вязания узоров вот такой симпатичной кокетки. И также вы можете на моем сайте приобрести описание вязания данной кофточки на все размеры. Внизу под видео по ссылкам переходите и смотрите все условия.